Идеальное отжимание на одной руке, которое было невозможным, вот его демонстрирует атлет Матео Спиназолла, который сделал это впервые. Давайте выведем основные правила по технике исполнения, разберем атлетов, которые уже это выполняли, и я покажу комплекс упражнений для тех, кто хочет научиться так отжиматься. Ну а с вами Владарович, атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Раньше это движение казалось невозможным, и даже Матео говорил, что тренировал его, а потом забросил на несколько лет. Но в итоге сделал. И насколько я знаю, в такой технике атлет первый его выполнил. Поправьте в комментариях, если я не прав. На первый взгляд может показаться, что это движение требует много именно силы, а выносливость в количестве обычных отжиманий тут не важна. Но расскажу, как было у Матео. На момент выполнения он уже делал 104 отжимания на одной руке в кривой технике на количество. А также после отжимался 123 раза на одной за 1 минуту и 14 секунд. Да, глядя на это движение, тяжело сказать, было ли это отжимание. Но, во-первых, вы только вдумайтесь, больше минуты делать отжимания на одной руке, пусть даже в частичной амплитуде, и это в итоге привело его к качественному отжиманию на одной. Вывод таков: количество перерастает в качество, и тренировки на выносливость нужны. Кроме этого, Матео делал и прямые подводящие движения. Например, отжимания на одной руке с колен, негативные медленные опускания, статические удержания на согнутой руке и разные другие вариации, типа отжимания лучника с переносом веса тела на одну руку. Здесь очень важны мелкие мышцы-стабилизаторы, которые позволяют не разворачиваться корпусу и держать плечи на одном уровне, и не выгибаться в области таза. В общем, держать тело ровно. Специально подкачать стабилизаторы тут уже не получится, только практикой конкретных подводящих, перечисленных раньше. По количеству повторений и подходов мы поговорим чуть дальше, в комплексе упражнений. Если брать силовую часть тренировок, то есть где нагрузка будет максимальна на малое число повторений, то тут Матео отжимается на раз со 120 килограммами на одной руке. В качестве дополнительного веса были 2 человека на спине. Да, они снижали вес, опираясь ногами на землю, но это крайне тяжело делать это с живым весом. Матео отжимался в жилете 40 килограмм на 40 повторений за 31 секунду. И вообще, многие его тренировки в калистенике связаны с дополнительным утяжелением. Атлет считает, что силовые тренировки с утяжелением и на выносливость должны дополнять друг друга для получения результата как в отжиманиях на одной руке, так и в других движениях. Сейчас тренироваться можно и дома, если есть жилет-утяжелитель. Будь то отжимания от пола, а у многих есть и настенные брусья и турник, где такой доп. Вес можно применить еще лучше. Если уж и выбирать удобные варианты домашних тренировок, то есть некоторые особенности. Давайте зайдем на e-каталог и посмотрим, какие жилеты бывают. Выберем свой регион и пишем в поиске жилеты-утяжелители. Дальше по фильтрам жмем на тип, жилет и выбираем нужный вес. Ну, скажем, больше 11 кг. И подобрать. Начинается все с 12 кг и дальше 14, 16, 20. А для тех, кто берет на запас, можно поискать в наличии и 32, 36, 42 и максимальный тут 48 кг. Конечно, жилет разборной и грузики тут либо металлические, либо песочные. Их можно вытащить и удобно регулировать вес и постепенно прогрессировать. Если будете смотреть, то обращайте внимание, чтобы в конкретной модели уже шли грузы в комплекте. Тут, что удобно, это можно добавить к сравнению любые товары по характеристикам, отследить динамику цен и выбрать лучшее соотношение. Кому лень все это делать вручную, в описании для удобства я разместил ссылки на модели жилетов, заглядывайте. А теперь давайте разберем, какие правила есть для выполнения идеальных отжиманий на одной руке от Матео Спиназолла. Первое. Ваше тело не должно выгибаться в области таза. Вот тут, например, тело сильно сгибается, а его нужно держать в ровной линии. Плечи держите на одном уровне, нельзя опускать или поднимать их по очереди. А точнее, противоположное плечо свободной руки нельзя поднимать выше другого.
Движение делается исключительно силой. Избегайте инерции. Свободная рука или прижата внизу к телу, или сбоку, то есть на спину положить ее нельзя. Такие точные правила очень сильно усложняют задачу, и поэтому Матео несколько лет тренировал, и это оказалось возможным. Если сможете повторить, пишите в комментариях. И в целом, что думаете про технику? Кстати, если нравится ролик, жду твой лайк под видео и нажатый колокольчик на пункт «Все уведомления», чтобы не пропускать новые выпуски. А кто из отечественных популярных блогеров или просто сильных атлетов пробовал свои силы в таком отжимании? Его пытались сделать Игорь Войтенко, а узнал он как раз из книги Пола Уэйда «Тренировки заключенного». Именно по мотивам этой книги я недавно делал сюжет о невозможных отжиманиях в стойке на одной руке. После того видео мне скинули аккаунт атлета, который очень классно спрогрессировал в этом. Дальше меня прям удивил мужчина 30 лет, автор канала «Атлетизм». Позже я узнал, что он тоже из моего города, и у него удалось отжаться в нужной технике. Известный воркаутер Дима Кузнецов, у него тоже были хорошие попытки. И как-то в Инстаграм было видео, где он максимально приблизился по технике, что-то уже не найду. Еще были попытки у Влада Демина, но он так и не смог сделать, опираясь на то, что это невозможно. Вот и пришел момент, когда соберем все воедино, и я покажу комплекс упражнений, а если хотите получить его дополнительно в удобном текстовом виде, то после просмотра заглядывай в телеграм-канал Владарович. Ссылка в описании. Подписывайся, там тоже регулярный контент. Для начала рекомендую научиться уверенно отжиматься раз 80 на двух руках. И это не должны быть такие отжимания, когда у вас портится техника или вы отдыхаете через каждые 15-20 раз. В отжиманиях с дополнительным весом в виде жилета или блина на спине дойдите до 60-70% от веса своего тела на 8-10 повторений. Ну и на одной руке ноги врозь в приемлемом качестве, желательно делать раз 20-25. Тренировки стоит совмещать с отжиманиями на брусьях с доп. Весом или в стойке на руках. По количеству тренировочных дней ориентируйтесь на ощущения. Достаточно будет 2-3 тренировки в неделю. Не забывайте про хорошую разминку и попытки на свежие силы. Тут нагрузка на связки усиливается в разы. Разбейте тренировки на прогрессии, научитесь в каждой делать по 8-10 раз, по 4-5 подхода. Например, отжимания на одной с колен, отжимания лучника с большей опорой на одну руку. Потом на вспомогательной руке убирайте постепенно пальцы, увеличивая нагрузку на другую руку. В итоге, когда приходим хоть к каким-то отжиманиям на одной руке, тут уже поможет только практика по оттачиванию техники, медленные негативные опускания и разбавлять тренировками отжиманий на двух с дополнительными весами, ну и без веса на количество. Ребят, если среди вас есть начинающий автор YouTube канала и ты желаешь сделать YouTube своей профессией, то обращайся ко мне за консультацией в развитии канала. Соцсети будут в описании. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владарович. Разбуди в себе атлета.